Сама по себе идея открывать музеи, посвященные не реальным историческим личностям, а литературным героям, далеко не нова. Ну, взять хотя бы музей Шерлока Холмса в Лондоне на Бейкер-стрит, 221-Б, в несуществовавшем, прошу заметить, во времена Конан Дойля доме, по несуществовавшему в его же время адресу. И с этой точки зрения, в плане наличия таких музеев, мы, русские, оказались, не на одну голову выше англичан, открыв еще в далеком советском 1972 году музей абсолютно литературного героя Самсона Вырина, станционного смотрителя из села Выры, героя повести Ивана Петровича Белкина «Станционный смотритель», повести, изданной Александром Сергеевичем Пушкиным в 1831 году. Сложное, неоднократно, как фарш голубец, завернутое смыслодейство, зато явно превосходящее все то, что в душевной простоте напридумывали англичане про своего Шерлока Холмса. Ибо у нас, совсем недалеко от Петербурга, прямо на Киевском, он же Псковский, он же Витебский, он же Двинский, да бог знает какой еще тракте, стоит музей, посвященный сразу аж двум литературным персонажам – Вырину и Белкину. Музей этот размещен не в каком-то сомнительном новоделе, а в самом, что ни на есть, историческом, типовом для рубежа XVIII-XIX веков здании почтовой станции. По правде сказать, изначально эта станция находилась в городке Рождественно, но в 1800 году, еще во времена императора Павла Петровича, когда Пушкину, который спустя 30 лет ее обессмертит, еще не исполнилось и года, она была перенесена на тогдашний Динабургский, позднее переименованный в Двинский тракт, и была третьей, если считать от центра Санкт-Петербурга на пути к Пскову и Порхову. И нет ничего удивительного в том, что Александр Сергеевич невероятно часто, во всяком случае только по данным сохранившихся почтовых описей, 13 раз проезжал и останавливался здесь, в деревне Выра. Почта в современном смысле и почтовая станция в Российской империи – это штуки совершенно различные. Тогдашние почтовые станции – это места, где в ходе длительной дороги можно было отдохнуть, перекусить, а самое главное – поменять лошадей, да еще и вместе с воском и извозчиком. Лошади, кстати, эти так назывались – почтовые. Помните знаменитое начало Онегина? «Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых». А вообще, если уж совсем углубиться в историю логистики и маршрутизации Российской империи, то можно узнать много всего интересного. Например, то, что тогдашние магистральные пути, тогда они именовались трактами, прокладывались прежде всего для транспортировки корреспонденции и главным образом административной и военной, и также некоторым образом финансовой. Оно и понятно. Территория России уже тогда была запредельно огромной, и администрировать ее было занятием прямо-таки невероятно трудным. Отсюда и появление почтовых станций на протяжении по рескрипту государя-императора каждых 18-25 верст. К слову, русская верста равнялась примерно 1076 метрам. Почтовые станции работали так. На каждой имелись лошади, вожди, то есть кареты или коляски в теплое время и сани в холодное. Само собой, ямщики, которые перевозили корреспонденцию и иные грузы от одной станции к другой, а потом, взявши груз, причем в качестве груза могли быть и живые люди, взявши груз на второй, возвращались на первую. И так и курсировали от станции к станции, от станции к станции, туда и обратно, туда и обратно. С конца же XVIII века почты стали перевозить пассажиров. Вот тут как раз и пошел живой груз. Что это были за пассажиры? А это были пассажиры двух типов. Либо те, которые путешествовали, что называется, по казенной надобности, то есть по-нашему командировочные, и те, кто не имел собственного выезда. Для того, чтобы пассажира обеспечили лошадьми,
то есть обслужили на почтовой станции, этот пассажир первым делом должен был пойти в полицейский участок и взять там так называемую подорожную, где досконально расписывался весь его маршрут со всеми станциями от начала до конечной цели. И отклониться от этого маршрута такой пассажир не мог ни при каких условиях. Без подорожной ни один город Российской империи попросту не выпустил человека, да и не впустил. Ибо на выездах и въездах всех дорог стояли заставы, названия которых и ныне сохранились в топонимике Москвы и Петербурга. Знаете, Нарвская застава, Выборгская застава, Московская застава. То есть в эпоху Александра I и его преемника Николая I контроль за передвижением подданных русского императора был жесточайшим. Это, говорят сейчас, цифровой рабство. Тогда было без всякой цифры. Контроль, контроль и еще раз контроль. И, надо сказать, контроль касался не только простолюдинов, но и дворян, вплоть до высшей знати. Крестьяне же при этом вообще были лишены прав на любые перемещения, ибо были закреплены за землей, которая, в свою очередь, принадлежала помещикам. Ну да не будем отвлекаться. Упомянутый Двинский тракт, на котором находилась станция Выра, шел конкретно через московскую заставу, от которой ныне сохранились великолепные чугунные московские ворота, памятник архитектуры. Так вот, после того, как путешественник отмечался в этой самой подорожной бумаге на заставе, он приобретал право на обслуживание на всех почтовых станциях в соответствии с его маршрутом. Причем обслуживание это осуществлялось очень-очень ранжированно. В первую очередь лошадей получали фельдъегеря и военные, затем дипкурьеры и инкассаторы, те, которые деньги перевозили. Затем высшие чины по табели о рангах, причем всякие генералы, тайные статские советники имели право на огромное количество лошадей в одни руки, от 12 до 8. Низшие же не более чем на 3 лошади. И если для первых лошадей запрягали цугом, цуг по-немецки это поезд, попарно в ряд, то для последних придумали тройку, 3 лошади коренные и 2 престижные, в один ряд поперечной дороги. И вот тройка эта, рожденная бедностью и безысходностью российской, ибо большинство путешествующих на большее претендовать-то и не могли, стала после эпического пассажа Гоголя в «Пенале мертвых душ» одним из самых главных символов России. Такая вот, понимаете, горькая, горчайшая ирония. Вернемся к Пушкину. С первоначала он вообще избегал службы и потому обслуживался на станциях в самую последнюю очередь. Позже, в связи с подготовкой к женитьбе и надобностью в деньгах, поступил на службу в коллегию иностранных дел в низшем чине коллежского регистратора. Забегая вперед, карьера его так и не задалась. Умер он в чине коллежского асессора, что соответствовало званию майора в армии, но котировалось гораздо ниже. Однако удивляться тут нечему. Службой своей Пушкин откровенно манкировал, поручения исполнял, прям из-под палки. В присутствии, как тогда называли, офис служебный, являлся редко, начальство не жаловал, писал на него злые, крайне неприятные эпиграммы. Посему вплоть до смерти продолжал обслуживаться на почтовых станциях в самую последнюю очередь, даром что первое перо России. Порой это перо просиживало на станциях по несколько суток. Так, дорога из Петербурга в Михайловское, его родовое имение Псковской губернии, могла занимать до 3-4 недель, целый месяц. Хотя сейчас, выехав из Петербурга на автомобиле или автобусе, можно менее чем за день весь этот маршрут отмотать. И в этой связи стоит вспомнить знаменитое начало уже помянутого романа в стихах Евгения Онегина, завеса которого состоит, как вы помните, в том, что некий юный дворянин из разорившейся семьи, помните, служив отлично, благородно, долгами, жил его отец, давал 3 балла ежегодно и разорился, наконец. Торопится к одру болезни дяди, который самых честных правил, ибо намеревается вступить в наследство, ибо является наследником всех своих родных Всевышней волею Зевеса, и таким образом поправить свои финансовые дела. А Онегин не служит и не собирается принципиально, как Чацкий. Служить бы рад, прислуживаться тошно. Посему ждет на этих самых почтовых станциях, вероятно, на этой самой почтовой станции в Выре, где мы и находимся, ибо дядино имение из других глав пушкинского романа, оказывается, расположен тоже в Псковской губернии. В общем,
Обслуживается Евгений наш Онегин в самую последнюю очередь. И именно из-за этого он опаздывает к умирающему, прибывая аккурат к похоронам дяди. Что происходит в романе дальше, знают все, кто учился в школе. Мы же отметим, что и в этом романе Александр Сергеевич не упускает случая позубоскалить, поиздеваться над тяготами путешествия по трактам Российской империи. Александр Сергеевич, первый перо России, просиживает днями, сутками напролет на почтовых станциях. Иной бы на его месте просто стис и сник. Но Александр Сергеевич ведет на станциях разговоры с теми, кто подвернется ему под руку. И потом из этих разговоров и составляют всю свою литературу. Вот повесть «Станционный смотритель» в частности. Рассмотрим то, что представляла из себя тогдашняя почтовая станция, раз уж нам свезло оказаться на ней. А самое главное, раз уж мы упомянули повесть Пушкина «Станционный смотритель», кто же это такой-то, этот самый станционный смотритель? Станционный смотритель, по сути, кто? Начальник станции. Чиновник на госслужбе. Малого чина, правда, без карьерной перспективы, все же какой-никакой начальник. А начальнику этому, само собой, тоже невероятно скучно сидеть весь свой век на одном месте и лишь рассматривать издаля путешественников. Посему он охотно вступает в разговоры с путешественником, что и подмечено Александром Сергеевичем. А далее, если снова обращаться к повести Белкина, то бишь Пушкина, опыт путешествий рассказчика переплетается с историями о том, как глупые, отжившие свои моральные, этические принципы, как неверие в возможность счастья, губят, в общем-то, то, что было когда-то хорошим, подающим надежду дельным человеком, то бишь станционного смотрителя, помянутого Самсона Вырина. Вообще, из всех повестей Белкина, повесть о Вырине, наверное, самая печальная. Да и вообще среди всех прозаических произведений Пушкина, пожалуй, ничто не сравнится с ней по холодку депрессивности. Тем не менее, она занимает свое очень важное место в корпусе повестей Белкина, который, кстати сказать, является ее подлинным автором, то есть рассказчиком. Пушкин, как мы сказали, выступает здесь лишь редактором и издателем. Зачем, спрашивается Александр Сергеевич, выдумал этого самого Ивана Петровича Белкина? Да затем, чтобы создать некий пародийный эффект. Ведь весь цикл из 5 повестей – это пародии. Причем каждая повесть пародирует либо конкретное литературное произведение, либо конкретное литературное направление. Но вот первая часть «Гробовщик» – это пародия на уже отцветающую, но все еще популярную в узких кругах готическую новеллу. «Станционный смотритель» – пародия на сентиментализм в стиле Карамзина с непременно плачевным финалом. «Выстрел», разумеется, романтизм. «Метели барышня-крестьянка» – это уже начало реализма, основу которой заложил в русской литературе тоже Пушкин. Это уже такая антитеза прежнему поколению, прежде всего Карамзину. Само собой, отстать этому циклу литературных пародий и некий покойный помещик Белкин, ведущий рассказ от собственного лица. Вот, в частности, «Станционный смотритель». И вот точно такой же совершенно пародийный музей является собой пресловутый домик станционного смотрителя, или точнее, вся воссозданная скрупулезно станция Выля. Музей посвящен именно литературному герою, а не реальному лицу. А говорили об этом. Причем герой, в котором нет ничего антигероического, зауряд, пьяница и вообще частный неудачник во всем. Пушкин, если бы дожил до дня открытия музея, возрадовался бы непременно. Это же еще не все. Как мы помним, рассказчик повести Иван Петрович Белкин посещает эту станцию трижды. И уже в музее, в нашем современном музее, прописывается навсегда, обзаводится собственным кабинетом, выполненным, можно сказать, в стиле вопиющего мещанства с кружевными подушечками и прочими безделушечками. А антураж станции, включающий подлинные элементы почтовой службы Российской империи, придающие достоверность и подлинность, на деле только усиливает пародийный характер музея. Присущий, напомним, всему циклу повестей Белкина. Так, внезапно из всех музеев, связанных с именем и творчеством Пушкина, от Царскосельского лицея до Михайловского, от Болдина до квартиры на Мойке 12, домик станционного смотрителя Вырина оказывается самым, странно, да, аутентичным поэту,
самым близким ему по духу. Вот ведь. В качестве добавочного аргумента к сказанному сошлемся на то, что вся деятельность Пушкина, вся его жизнь, по сути, была лишь пародия, лишь игра, что Пушкин и серьезность вещи совершенно несовместимые. И для этого, достаточно просто взглянуть на изображение поэта, коих, много. Так вот, ни одно из изображений Пушкина не похоже на другое. Везде он разный, нигде он не равен сам себе. Почему? Почему облик поэта столь вариабелен? Да, есть совсем немного прижизненных изображений Пушкина. Вот его собственный автопортрет и беглый росчерк пера на полях рукописи, торжественный портрет Кипренского в шотландском плаще со скрещенными руками, с музой на заднем фоне. Есть домашний портрет Тропинина в халате. Есть еще один портрет, хотя его авторство неизвестно, приписывается он некому Линьеву, и изображает Пушкина с осунувшимся лицом и без классических кудряшек. Впрочем, нынешние исследователи отказывают ему в праве называться прижизненным изображением, так что и оставим его в покое. Все же прочие изображения Пушкина посмертны, причем для многих из них, в том числе и для знаменитого памятника в Москве на Тверском бульваре, художники использовали посмертную маску Александра Сергеевича. Почему так? А все просто. Прижизненные портреты заказывались друзьями, писались в основном все же по памяти. Пушкин не любил позировать, был крайне вертлявый и беспокоен. Посмертные же поэты уже носят на себе печать смерти в прямом смысле. Поэтому прижизненные и посмертные не похожи, прижизненные не похожи. А то, что было сделано сверх того, вплоть до нашего времени, еще более не похоже, потому что это просто фантазии художников, не более того. И в результате что есть вся иконография изображений Пушкина, как не сплошная бесконечная пародия, начало которой положено самим Пушкиным. Так что же удивляться, что самый близкий по духу ему музей – это именно музей пародийный, музей его литературных героев. Поэтому где еще можно так четко, так ясно, так кристально чисто уловить дух поэта, его подлинный дух, самую суть его произведений, как не здесь?